Нормально считается температура 36,6 градуса. При физической активности или во время стрессовых ситуаций она может повыситься до 36,8-37 градусов. Температура также может подниматься как защитная реакция организма, направленная на усиление иммунного ответа. Именно благодаря гипертермии наше тело способно самостоятельно бороться с вирусами и болезнетворными бактериями. Так как гипертермия – это защитная реакция, не стоит впадать в панику и пытаться сразу же сбить температуру с помощью жаропонижающих средств. Такими действиями вы будете подавлять иммунный ответ и мешать организму бороться с инфекциями, ведь многие из них погибают при температуре тела около 38 градусов. Что важно знать о температуре тела? При 27 градусах наступает кома. Происходит нарушение сердечной деятельности и дыхания. Такая низкая температура является угрожающей для жизни и требует неотложной помощи реаниматологов. При 29,5 градусах наступает потеря сознания. В таких случаях необходимо срочно вызывать машину скорой помощи и попытаться любыми способами согреть тело человека. Очень низкая температура от 34,9 до 35,2 градусов говорит о выраженном снижении функции щитовидной железы, гипотиреозе, резком угнетении иммунитета, например, после тяжелых антибиотиков, последствиях радиоактивного облучения, сдвиге формулы крови, тяжелом похмелье. Умеренное понижение температуры от 35,3 градусов до 35,8 градусов может указывать на синдром хронической усталости, депрессивное состояние, сбои в работе печени и желчного пузыря, первые проявления сахарного диабета, нарушение белкового обмена. Нормальная температура тела человека от 35,9 до 36,9 градусов говорит, что острыми заболеваниями в данный момент вы не страдаете и процессы терморегуляции у вас в норме. Умеренно повышенная субфебрильная температура от 37 до 37,3 градусов – это граница между здоровьем и болезнью, может указывать на повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, обострение любого хронического воспаления, болезни крови и лимфатической системы, внутреннее кровотечение, болезни зубов и десен, отравление продуктами питания. Высокая температура тела от 37,4 до 42 градусов указывает на острый воспалительный процесс и необходимость медицинской помощи. Согласно рекомендациям ВОЗ, при повышении температуры до 38,4 градусов и выше, ее рекомендовано сбивать с помощью жаропонижающих средств. Снижение температуры снимет нагрузку сердечно-сосудистой системы, ослабит воздействие токсинов на организм. Если температуру 39 градусов не удается сбить, и она держится в течение нескольких дней, то это может свидетельствовать о развитии осложнений. Например, грипп может осложниться в пневмонию, отит и так далее. Температура выше 43 градусов является угрожающей для жизни и требует неотложной медицинской помощи. Температура тела выше 42,2 градусов приводит к потере сознания. Если она не спадает, то происходит нарушение обмена веществ в тканях мозга. С такой температурой человек может прожить лишь несколько часов. Когда снижать температуру? Напомним, что многие инфекции погибают при температуре 38 градусов, поэтому организм и использует гипертермию в качестве защиты. Следовательно, не нужно впадать в панику и добиваться снижения температуры, если она не превышает 38 градусов. В этом случае будет достаточно постельного режима и обильного питья. Если температура выше 38 градусов, нужно смотреть по состоянию, потому что для каждого человека критическая граница своя. Общая рекомендация для взрослых. Когда гипертермия переносится достаточно легко, лучше не сбивать ее до 38,2-38,5 градусов. Если же при этом болит голова, беспокоит сильный озноб или крутит суставы, можно принять жаропонижающие средства. При ознобе можно согреть больного, дать теплое одеяло, горячий чай. При температуре 39,5-40 градусов закутывать больного не следует. При температуре выше 44 градусов нужно вызвать неотложную помощь и дать жаропонижающие. Общие рекомендации для детей.
Температура тела 37 и даже 37,5 градусов для маленьких детей считается нормальной, и лет до 3 на нее можно совсем не обращать внимания. Сбивать ребенку или нет температуру выше 38,4 градусов зависит от его состояния, поскольку оно не обязательно соответствует показаниям термометра. Если болеет ребенок, но чувствует себя нормально и достаточно бодро, то в снижении температуры нет необходимости, нужно только наблюдать за самочувствием. Для ребенка, плохо переносящего высокую температуру, нужно найти способ ее снизить. Однако в любом случае, если температура поднялась выше 40 градусов, нужно вызвать неотложную помощь и дать жаропонижающее. В отдельных случаях температуру надо снижать, не дожидаясь даже 38 градусов. Когда? Детям с неврологическими проблемами из-за склонности к фебрильным судорогам, детям с хроническими заболеваниями сердца, младенцам первых 3 месяцев жизни. Как снижать температуру? Для того, чтобы облегчить состояние больного без медикаментов, можно сделать холодные компрессы на лоб и обтирание тела теплой водой. Кстати, обтирание раствором воды с соком лимона дает самый быстрый результат. Причем обтирать нужно так, чтобы на коже оставались капельки жидкости. Именно их испарение и вызывает охлаждение тела. Обтирать тело нужно губкой с теплой водой в течение 5 минут, каждые полчаса. Обтирание может снизить температуру тела от 1 до 2 градусов. При высокой температуре тела очень важно, чтобы больной потел, иначе протирание водой может дать обратный эффект. Больного начнет бить озноб, а температура тела не снизится. Маленьких детей при повышенной температуре тела достаточно обтирать под коленками, на локтевых сгибах, на висках, на стопах. При высокой температуре обтирать все тело. Можно намочить шерстяные носочки теплой водой и надеть на ребенка. По мере того, как носки будут высыхать, температура тела будет значительно снижаться. Если же ножки холодные, то надо надеть сухие теплые носочки и помассировать стопу и пальчики. Это поможет уменьшить спазм сосудов и снизить температуру. Для того, чтобы выделялся пот, нужно, чтобы ребенок много пил патагонных жидкостей. Это могут быть клюквенный морс, чай с малиной, чай с цветками липы, можно соединить с малиной, чай с лимоном, чай из цветков пижмы, сок из красной смородины и брусничный сок. Когда надо вызывать скорую помощь? Вызвать скорую нужно, если у взрослых. Первое. Температура тела достигла отметки 39,5 градусов и выше. Второе. Высокая температура сопровождается рвотой, нарушением зрения, скованностью движений, болями в животе, спазмом мышц в шейном отделе позвоночника. Третье. Постоянно болит голова, чувствуете напряжение в мышцах шеи, глаза стали чувствительны к свету. Четвертое. Есть болезненное мочеиспускание. Вызвать скорую нужно, если у ребенка. Первое. Высокая температура до 39 градусов. Сохраняется более 24 часов и не реагирует на жаропонижающие. Второе. Ребенку менее 3 месяцев. Третье. У ребенка, не достигшего 10 лет, высокая температура сопровождается лающим сухим кашлем. Это может быть симптомами воспалительного сужения гортани. Четвертое. У ребенка отмечается приступ судорог. Пятое. Температура тела резко поднимается до 38 градусов у ребенка до 6 лет, у которого ранее были судороги при лихорадке. Шестое. Ребенок отказывается пить. Опасность обезвоживания. Седьмое. Лихорадка длится более 5 дней. И, разумеется, каждый человек переносит повышение температуры по-разному, поэтому каждому нужен индивидуальный подход, особенно когда дело касается детей.